Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз делаем на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что ожидает вас в этот отрезок времени, в эти пару недель, какие карты вам сегодня выпадут. Помним, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень вам признательна за такую активность. Можете поделиться также этим раскладом с кем-нибудь из знакомых для вас, стрельцов. Возможно, им это видео подойдет и будет резонировать с непосредственно их ситуацией. Итак, давайте посмотрим, что же получится сегодня у представителей знака Стрелец. Огненная стихия, огненный знак зодиака, Стрельцы. Что вас ожидает? Первая карта, на самом деле, прям просто, да, колесо фортуны, карта новой энергии, возможных изменений, позитивных, возможно, каких-то удачных стечений обстоятельств, там, не знаю, встречи с какими-то людьми или каких-то ситуаций, которые будут благоприятно на вас влиять и на вашу жизнь в этот период времени. Как будто бы вам помогают ваши покровители, там, ангелы, наставники, не знаю, как их еще назвать. То есть в целом очень хорошая карта, замечательная карта. После нее идет карта Смерть, которая не несет ничего трагичного, да, она просто показывает, что по сути это какие-то серьезные перемены в вашей жизни, которые вам на руку, которые вам удачны, выгодны, которые ведут к каким-то хорошим для вас переменам. Возможно, чему-то приходит окончательный конец с этой картой Смерть. И эти перемены, которые приводят к завершению чего-то и сбрасыванию старых версий себя, они как будто бы вам во благо. То есть вы проходите через определенные циклы жизни, да, так должно происходить. Дальше идет карта Короля Мечей, это воздушная стихия. Возможно, речь идет про общение с человеком воздушного знака, то есть это Весы, Близнецы или Водолеи. Также здесь можно говорить о том, что вы проявляете энергию этого Короля Мечей. То есть вы вот очень логичные, вы очень структурированы в том, что вы делаете. Вы можете прямолинейно с кем-то общаться и высказывать свою точку зрения, не думая о том, как это отразится там на собеседнике, да, или что о вас подумают. То есть в принципе, как будто бы вы считаете, что вы должны высказаться. Также вы здесь можете быть очень и очень вот как будто, знаете, вот в какой-то работе скрупулезными, внимательными, такими методичными. То есть здесь все, что касается размышлений. Также, когда завершается какой-то для вас цикл и начинается новый период, удачный для вас, скорее всего, по Королю Мечей, вы много об этом думаете. То есть прям много размышляете, много здесь анализируете ситуацию, потому что он обладает таким аналитичным, логичным умом, он очень точный. Он эмоционально отстранен, и у него подход к решению проблемы этого Короля Мечей, он очень и очень продуманный, очень логичный. Возможно, вы действительно с кем-то общаетесь, здесь какой-то человек воздушного знака важное значение для вас имеет в этот период времени, какую-то важную ключевую роль может играть. Возможно, так, и поэтому здесь выпадает этот Король Мечей. И давайте посмотрим еще карту, которая здесь есть. Это карта влюбленная, карта союза, парного какого-то союза, взаимоотношений для вас, которые может быть важными. Также здесь можно говорить о каком-то выборе, потому что влюбленный — это всегда выбор. Это как возможность принять решение, когда вы стоите на перекрестке, в какую сторону вам пойти, направо или налево, или прямо, или остановиться, вообще остаться там, где вы есть, не двигаться. То есть это выбор. Речь идет о выборе, возможно, но выборе, который вы должны делать в этих вот переменах, когда что-то завершается, начинается нечто новое. Кстати, по колесу фортуны вы, в принципе, если решение нужно принять, принимаете его максимально выгодно для вас и правильно, и оно будет поворотным для вас, судьбоносным, и вы логичны в этом выборе, то есть вы не поддаетесь чувствам, эмоциям. Также, если мы говорим о каком-то выборе, возможно, этот выбор затрагивает другого человека, то есть кого-то в парных отношениях. Влюбленные — это всегда ситуация, когда кто-то сопричастен или на кого-то это имеет влияние, на ком-то это может отразиться, это кто-то для вас важный, да, кто-то в паре. Но опять-таки вы решение стараетесь принимать очень продуманно, очень логично. И это решение, оно должно соответствовать вашим моральным ценностям, вашей там какой-то этике, возможно,
возможно, и вашему, в принципе, внутреннему миру и пониманию этого мира. Ну, карта влюбленная, она такая, да, возможно, вам нужно здесь перестроить какую-то ситуацию, касающуюся отношений, или будет какой-то переломный момент, касающийся отношений. Может быть, вы поймете, что ваша жизнь, возможно, не соответствует каким-то важным для вас там целям, планам. Ну, в общем, вы фиксируетесь на каком-то важном выборе, на каком-то важном решении. Возможно, это касается конкретного партнерства, либо отношений в целом, отношений с другими людьми. То есть, ну, поэтому и карта влюбленная здесь выпадает. Рядом с картой влюбленная у вас есть карта туза жезлов. Кстати, очень такая активная, деятельная карта вместе с десяткой жезлов, которая здесь также есть. Ну вот в целом можно говорить о том, что вам, да, важно значимые какие-то решения здесь, если вы принимаете на них сосредоточиться. Вам важно здесь, знаете, вот эта десятка жезлов, которая есть у вас здесь, да, вот она показывает, что, возможно, вы, находясь на этом перекрестке, понимаете, что вы очень много на себе груза тянете. Может быть, вы просто устали, да, от этого партнерства. Может быть, это партнерство, оно является для вас какой-то очень тяжелой ношей, или что-то стало очень тяжелым. И для того, чтобы ваша жизнь складывалась лучше, возможно, вы знаете, кому-то нужно здесь что-то поменять в этом партнерстве, или может быть, вы думаете, что вот вы слишком много на себя взяли, чтобы что-то получилось. И здесь понимаете, что нужно сбросить эту ношу, возможно, переложить на кого-то обязанности. Возможно, здесь нужно что-то прекратить, вот как вы относились раньше к этой ситуации, что-то перестроить, от чего-то отказаться, соответственно. И попытаться дать себе шанс по колесу фортуны жить лучше, жить так, как вам хотелось бы, да, то есть какие-то, может быть, начать новые проекты или какую-то искорку зажечь в вашей жизни для того, чтобы почувствовать эту жизнь, соответственно, да, то есть вам, возможно, нужно будет здесь такой важный выбор сделать, поэтому и карта влюбленная. Серьезно посмотреть на свою жизнь, на разные сферы вашей жизни, поэтому карта короля мечей, потому что вам нужно быть очень логичными. И вам нужно, посмотрев на все сферы этой жизни, сбросить с себя какое-то тяжелое бремя, которое вы несете, которое вам больше тяжело нести. Для того, чтобы вы могли воспользоваться новой возможностью, вы сбрасываете это бремя. И у вас по колесу фортуны эта возможность для вас, она вот выгодная, удачная, она как будто бы подскакивает, но по карте смерть вам нужно отказаться от былых установок, правил, каких-то взглядов на ситуацию. И вот эти масштабные перемены у вас, они происходят. Карта смерти — это всегда серьезная трансформация, как превращение бабочки из гусеницы, да, то есть что-то очень серьезно может у вас меняться, и ваши наставники, там, ангелы-хранители, они как будто бы направляют все благоприятное для вас русло, поэтому здесь не нужно бояться этой карты смерть. Тем более здесь еще и такая вот она называется смерть с возрождением, да. Карта восьмерка мечей в целом-то и показывает, что вы, так еще один король у нас есть, король пентаклей, может говорить о том, что, правда, вы боитесь этих перемен. Возможно, вы чересчур сфокусированы на каких-то страхах. Кстати, здесь может речь идти о том, что по королю пентаклей какой-то важный человек присутствует в вашей жизни земного знака. Это девы, тельцы или козероги. Может быть, этот человек, даже если не такого знака, то он такой финансово обеспеченный, очень практичный, уравновешенный, любящий стабильность человек по этой карте. Ну, также, может быть, и вы здесь какими-то вопросами заняты, которые касаются долгосрочной перспективы или каких-то вот вопросов финансов, стабильности для вас. И поэтому карта короля пентаклей у вас здесь выпадает. В любом случае, здесь, если вы имеете дело с таким человеком, то это человек, который хорошим может быть советником для вас, то есть человеком, который будет заслуживать ваше доверие. И здесь, ну, как будто, знаете, у вас есть возможность, если речь о вас, обрести контроль над своими материальными ресурсами. Очень много об этом вы можете думать. Но с восьмеркой мечей, возможно, вы как будто бы сами себя в чем-то ограничивали или накладывали на себя какие-то вот ограничивающие вещи, да? Думали, что вот вы в ловушке находитесь или не хотели какие-то изменения в свою жизнь вносить. Может быть, считали, что вы как будто
ограничены какими-то обстоятельствами, то есть ментальная ловушка, в которую вы сами себя загоняли, сами себе ставили эти препятствия на пути. То есть 8 мечей, она говорит о том, что вы слушаете, может быть, какие-то ложные, там, не знаю, советы, или кто-то вам говорит, что у вас что-то не получится, да, что вы не справитесь. Вам не нужно слушать эту всю ерунду, и нужно постараться поверить в себя. Колесо фортуны вращается в вашу пользу. Да, ни в коем случае не нужно сомневаться в себе, не нужно себя сдерживать, и у вас все обязательно получится, потому что у вас сейчас хороший период для новых возможностей. Возможно, у вас есть период хороший для того, чтобы как-то финансово свою ситуацию улучшить, соответственно, поэтому король Пентаклей здесь есть, то есть стать более стабильными, более уверенными в завтрашнем дне. То есть карта хорошая. Тут же есть 4 жезлов, это карта семьи, карта общества, в котором вы крутитесь, в котором вы обычно находитесь, общаетесь. Кстати, 4 жезлов, она в целом говорит о том, что вы можете получить хорошую поддержку со стороны кого-то из ваших близких, со стороны кого-то из ваших родных, поэтому здесь карта 4 жезлов вместе с королем Пентаклей, с королем мечей. И вот эта 4 жезлов, кстати, под смертью карта 6 мечей, перемены тоже показывает. То есть перемены, изменения. Вы как будто бы находитесь в периоде перемен, когда вы от какой-то тяжелой ситуации уходите к чему-то более спокойному, да, как из состояния шторма уходите в штиль, уходите в состояние спокойствия и душевного равновесия. То есть вот старая версия ваша, она исчезает, и для того она исчезает, чтобы появилась новая версия. А 4 жезлов, она показывает, что вы на правильном пути находитесь, потому что это мир, гармония, это все, что показывает благополучие. Здесь они веселятся, празднуют. Это все, что говорит о стабильности и о создании, может быть, уютной домашней обстановки или какой-то атмосферы в вашем коллективе такой очень уютной. То есть, в принципе, здесь даже какой-то хороший повод будет для празднования или для того, чтобы выйти из тяжелой энергетической среды, может быть, из работы, которую вас заваливали, уйти в отпуск просто в конце концов тоже, да, оставить это все позади и отправиться в путешествие. То есть вы здесь очень решительно настроены это сделать и обладаете такой ясностью ума с этой картой короля мечей. И следующая карта, которая здесь также есть у вас под королем мечей, это 3 жезлов. 3 жезлов, она смотрит вдаль, она думает о перспективе, которая у нее есть. Карта страшный суд, которая здесь тоже есть. То есть вы как будто бы смотрите на вещи правдиво, очень логично, очень практично. Вы смотрите в будущее, вы стараетесь оценить ситуацию по этой 3 жезлов. Вы как будто бы уже очень многое сделали для того, чтобы в принципе прийти к этой 3 жезлов, хоть она в самом начале числовых арканов, но уже вы имеете какие-то определенные результаты, и вы смотрите с уверенностью в будущее. То есть вы смотрите на будущий рост, расширение, вы в долгосрочном планировании размышляете, вы для чего-то уже хороший фундамент заложили, вы уже что-то вот сделали такое, и вы ждете, когда вы получите дальнейшее подтверждение того, что вы на правильном пути там в вашей работе или в каких-то ваших делах. Да, то есть вот вы приняли решение оставить что-то позади и пойти по новому пути совершенно, по новой версии себя. И для вас это будет мощным пробуждением, когда вот эта ситуация будет таким призывом к действию, и вы по страшному суду как будто полностью что-то в своей жизни меняете, переворачиваете с ног на голову, кардинально что-то меняется в вашем отношении к ситуации, к жизни. То есть вы вот настроены на вот эти совершенно новые для вас перемены, которые вам даются. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. И тут интересно, так выпадает у вас карта отшельника, то есть карта где-то уединение, возможно, но также и мудрости. И тут же карта звезда, да, карта надежд и планов. Опять-таки смотрите в перспективу, думаете о будущем, думаете о дальнейших каких-то вариантах, возможностях, которые у вас будут. Королева мечей также, то есть опять-таки ментальная очень карта. Возможно, вы здесь разочарованы были какой-то ситуацией, которая происходила в прошлом, и от нее вам нужно исцелиться. Возможно, вы включили в какой-то момент защитные такие механизмы,
возможно, и прожили это разочарование или это предательство. Но когда вы прожили эту боль, когда вы поняли, что уже время исцеляться, а не застревать в этом состоянии, соответственно, да, потому что двойка мечей показывает, что вы как будто бы были постоянно в этом ментальном таком состоянии ловушки и себя сами загоняли в эту ловушку дальше, то по отшельнику здесь у вас самое время сейчас проанализировать эту ситуацию с королевой мечей, с королем мечей, может быть, отстраниться от каких-то недоброжелателей, людей, которые могут вам что-то не то советовать или говорить, что у вас что-то не получится, проанализировать ситуацию, уединиться и определить здесь, что на самом деле для вас является правильным, важным, да, и таким вот образом выбирать эту новую возможность двигаться к своей цели благодаря вот этой мудрости и возможности найти новый свет. Вот она здесь сидит в цвете, да, по отшельнику. В других колодах она с фонарем таким стоит. Это карта отшельника. Он смотрит, да, в какую-то новую перспективу для себя, потому что он уже обладает той мудростью, теми знаниями, соответственно, которые позволяют ему такое решение принять и смотреть четко на то, что для него важно, и в том мраке, который его окружает, увидеть какую-то суть вещей, отбросив лишние эмоции, отбросив лишних людей, которые могут каким-то образом вам мешать здесь. То есть вы как будто бы для того, чтобы убедиться в правильности принятия решений, вы стараетесь руководиться логикой, а не сентиментальностью. И ваши решения здесь, ваши действия в будущем, они в целом основываются здесь на логике, и они успешны. Поэтому здесь какие-то хорошие такие для вас трансформирующие события происходят вот в этот период времени, которые позволяют опять-таки верить, надеяться, обновляться, может быть, возродить какую-то надежду и веру в оптимизм по карте звезда. Итак, на этом я сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Стрелец завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.